Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! Сегодня мы говорим о плюсах жизни в Корее. Я надеюсь, у нас будет много совпадений. Ну что, поехали? Ну, начнем, наверное, с самого большого. Это технологии. Я понимаю, что это достаточно обширное слово, и вообще силиконовая долина, ла-ла-ла. Что именно я имею в виду? Я думаю, многие из вас являются обладателями какого-нибудь телефона, как минимум. Я уж не говорю про другие девайсы, которые сделаны здесь, в Корее, тот же самый LG или Samsung, неважно, а то и, в принципе, машины из Кореи. Что именно в Корее идет дикое соперничество с айфоном, и они соперничают неплохо. Что LG, что Samsung обладают огромнейшим количеством флагманов, которые дают, ну, нехилого перца айфону. Но на этом, конечно же, технологии не заканчиваются. Wi-Fi. Здесь он везде и всюду, просто вот пронизывает, наверное, каждый сантиметр Кореи. Ну, только, может, в горах его нет. Я понимаю, что сейчас и в Москве, и в Питере появляется тоже Wi-Fi, и в метро, и в других каких-то общественных местах. Его начинают везде и всюду, конечно же, распространять, и это замечательно. Но давайте сделаем сравнение, почему я сделала этому плюс. Да потому что в 2011, когда я сюда приехала, я думала, что я осталась без связи, мне придется, я не знаю, через какие терни связываться с родителями и говорить, что все хорошо. Но нет, я спокойно ловила Wi-Fi на территории института Хансин, где училась моя подруга. А то, что сейчас это везде и всюду, и вам даже париться особо не надо, всегда есть некий Ip-Time, Dynamic Pusan, их много. И не только в кафешке, где тебе надо, по идее, купить что-то, чтобы тебе дали этот код. Иногда он просто висит на стенке, забивай не хочу. Киберспорт. Здесь это профессия, за которую платят деньги. Если наши ребята обычно, занимаясь этим, все-таки промышляют немножко в другом плане, да, то есть они тебе продают какой-то лут, либо какие-то орудия высоколевельные, которые сложно достать за много денег, а то и за реальные деньги, помогают прокачаться, еще что-то. Здесь это реально спорт, который обладает даже уже кафедрой в Сеульском институте. Это реально профессия, за которую платят деньги, за которую будет пенсия. Я думаю, у нас тоже до такого скоро дойдет, и тогда, я думаю, половина России превратится в киберспортсменов, как минимум. Деньги туда вкладываются, и деньги оттуда нехилые получаются, так что почему бы из этого не сделать, конечно же, спорт. Тот спорт, за который люди будут платить деньги, только чтобы посмотреть на него. Сам транспорт как таковой тоже стоит на очень высоком уровне. Это удобство определенное, это определенный, естественно, размен старых моделей на новых, будь то поезда, машины, и неважно что, они здесь все очень быстро обновляют. Ну или, в принципе, пытаются быстро обновлять, хотя если сравнить с Японией, там это вообще запредельно высоко стоит, и если сравнить, то в Японии, конечно, покруче в этом плане, но они стремятся к этому тоже, они стремятся, они обновляются, не зря тут появился уже не только KTX, но и ETX, который идет немножко по другой стороне. И все удобства внутри данного поезда, а то и Мугонхвы даже Мугонхвы, говорит о том, что они стараются сделать любой переезд из одной точки в другую максимально комфортным. Я уж молчу про автобусы. Со страхом в сердце, боже мой, мне в автобусе тарантайкаться там столько-то часов до там того же самого Питера из какой-нибудь там, не знаю, захолустья, и ты уже боишься там про свои коленки и так далее, какой тебе тут сосед, все, ты уже тут на нервах весь сидишь. Нет, здесь максимально комфортно. Даже обыкновенный автобус будет максимально комфортный. Едем дальше. Сервис. Пытаются угодить любому клиенту, это будет сделано с улыбкой, потому что здесь клиент это король. Вот только не надо сейчас пользоваться этим, вот я король, я могу делать что угодно, не забывайте про этикет, просто вот перегибать палку это не есть хорошо, потому что я работала в сервисе и в России, и здесь, и я знаю вот эту разницу, это нереально обидно, когда люди, грубо скажем, с 1000 рублей из себя строят столько много, и так себя ведут отвратно, что такого обслуживать человека не хочется. Здесь люди не так сильно выкаблучиваются, они реально не пытаются сделать какой-то подлянки, хотя и такое встречалось, здесь тоже такие есть, не будем, конечно же, душой кривить. Ты думаешь, что тебе как бы улыбаются улыбкой номер 5 дежурной, да, типа здрасте, чем могу помочь? Нет, здесь реально кажется, что искренне улыбаются, и тебе хочется улыбнуться в ответ, и, естественно, ты уже не хочешь этому человеку в лицо что-то там такое несуразное сказать. Ты реально просто, о, круто, он улыбается, я улыбаюсь, и вроде бы день-то хорошо начинается. Ты улыбнулся, тебе улыбнулись, ты потом еще кому-нибудь улыбнешься, не правда ли? Здесь все максимально для клиента, все. Удобство шопинга, удобство обслуживания. Даже если ты идешь в ресторан, где Аджума еще та перчинка, и она тебе может прописать так, что у тебя уши в трубочку свернутся, даже она будет с тобой обходиться так, как будто ты часть ее семьи, особенно если ты ей приглянешься. Рестораны тем самым, кстати,
кстати, здесь очень доступны. Это не у нас там, знаете, выделить какую-то сумму денег в 5000 рублей, чтобы как-нибудь сходить в ресторан. Здесь это абсолютно доступная вещь. Иногда даже подумаешь, стоит это вообще дома готовить или пойти в ресторане поесть, потому что дешевле обойдется. В плане продуктов, приготовления, времени и так далее. Поэтому многие вещи, особенно когда у них еще вот обеденный перерыв, им проще пойти в ресторан по-быстренькому перекусить, чем с собой притаранить бенто, он же доширак. Это коробочка с едой. К этому еще подготовиться, приготовить и так далее. Нет, им проще пойти купить за 2-3 доллара там тот же самый бибимбап или уксусу, а то и с друзьями вместе пойти самгюксаль поесть в обеденный перерыв, почему бы и нет. У нас, по-моему, такого еще пока нет, у нас это, к сожалению, очень дорого, не каждый может себе позволить, хотя, если честно, я не знаю сейчас среднюю расценку. Но здесь рестораны определенного уровня, доступная вещь, и, как бы, знаете, думать, вот, ты там каждый день по ресторанам ходишь, это то же самое, что на самом деле закупиться домой определенными продуктами, просто вместо того, чтобы их дома приготовить, просто ты там это ешь. Там 2-3 доллара, это тебе не 20-50 долларов. Рестораны 24/7. Если у нас только входит ночная и круглосуточная работа тех же самых продуктовых, либо каких-то еще магазинов только в обиход входит, и рестораны тоже потихонечку переходят на это, то тут это уже давно. История просто офигенная. 2011 год. Мы вышли на Гуру, это была последняя станция, кто же знал, что это все, а нам надо и было еще дофига ехать станций. Нас высадили, мы вышли, мало то, что это уже где-то 2 часа фактически ночи, и мы думаем, куда пойти. Единственное, что я знала, что там работает 24/7, это PC-баны, то есть это компьютерные залы. И вот бац, и начинаются рестораны, которые работают. И ты не понимаешь, что ли у них просто там сейчас, знаете, подготовка к завтрашнему дню, и они убираются, либо они действительно работают и боятся, что вот там, блин, я опоздал на последний поезд, что мне теперь делать? Здесь не надо. Здесь тебе и рестораны 24/7, и PC-баны 24/7, какие-то игровые комнаты тоже 24/7, те же самые караоке 24/7. То есть не всегда надо искать отель или тот же самый Зимзельбан, чтобы там перекантоваться. Ты можешь спокойно гулять даже по улице и не бояться за то, что тебя там попытаются что-то как-то. Теперь пункт безопасность. Тебе не нужно за себя бояться. CCTV, полиция и даже аджумы, про которых говорят здесь, если бы аджумы были полицейскими, то даже мафия бы сидела тихо, мирно и спокойно, как, впрочем, и к полиции. Даже здесь на Самёне был прикол, были куклы супергероев, которые вот так держались за голову, и была надпись типа «Из-за полиции Пусана у нас теперь нет работы». Ну, такой намек на то, что они такие крутые, здесь все безопасно и хорошо. Ну, в принципе, тут столько правил, и у них такое воспитание, что они как бы не пытаются. Да, бывает пьяные аджуши что-то попытаются сделать, и то это опять же будет из серии «Воу, вот там CCTV, я сейчас закричу и скажу что-нибудь». Особенно они не пытаются входить в какие-либо конфронтации с девушками пьяными. Тут вообще отдельная статья. Не дай боже этой девушку пьяную что-то как-то где-то чего-то почему-то. Так что здесь все тихо. Аджум это вообще отдельная фраза, я не зря говорила, они здесь вот чисто как супергерои. Поэтому фраза типа «если бы аджумы были полицейскими», я думаю, можно понять только если вы посмотрите фильм «Санни». Я думаю, вы поймете, то, что именно как раз вот в этом поколении те самые аджумы с такой перчинкой, что лучше с ними не сравнивать. Не надо с ними ругаться, лучше не стоит, потому что они вам такого дадут пендаля. Кто знает, вдруг она тэквондо занималась вообще. Тут ого-го, в спортивном теле спортивный дух и все такое, то в каждом районе есть вот эти спортивные какие-то комплексы для стариков и не только, и это все реально везде понатыкано так, что здесь невозможно просто так выйти на улицу, посидеть на лавочке. Здесь никто из старшего поколения не сидит на месте, и это такой плюс, что ты офигеваешь, то, что даже такой взрослый человек идет в горы подниматься, чтобы там позаниматься спортом на этих же комплексах. Когда ты ходишь мимо, смотришь, они все равно там больные, нога сломана, а они все равно что-то какой-то спорт делают. У них вот есть какой-то вот этот задор по поводу спортивного культа, который есть не только у молодежи, но и у старшего поколения. И за это можно гордиться, ого-го, я не знаю, я бы очень хотела, чтобы наше старшее поколение тоже так могло, но для этого нужны вот эти вот спортивные комплексы, которые нацелены на самом деле как раз на старшее поколение, для развития их моторики. Там, то есть разрабатывали мышцы, которые в повседневной сидячей жизни, естественно, начинают провисать. Спорт — это круто здесь. И даже меня заразило. Доставка. Вот сейчас вы такие, а что такое-то? У нас в России еще не так сильно это развито, но я думаю, скоро вообще везде и всюду так же будет. Здесь педаль всяческая. Это вообще круто. В любое время суток, в зависимости от того, как работает ресторан, либо та же самая служба доставки, вам реально заказ доставит четко до двери в любое время. Вот вам захотелось пожрать в 2 часа ночи, вы набираете тот же самый Макдональдс, KFC, неважно. Через где-то минут 20 к вам уже приезжает ваш заказ. Я уж молчу про какие-то другие варианты тех же самых, даже корейских
блюд в любой момент, 24/7 они доставляют. Если даже это будет заказ из интернета, кстати, тоже как бы очень удобно, у нас тоже многие уже давно живут на Алиэкспрессе, знаю. Но здесь это поставлено на уровень просто вау. Все заказы из интернета, любые, да, доставляются вам вот реально до двери. Если даже вас не будет дома, то оставят в Кёмбишире, это там, где на первом этаже сидит охранник, и он вам потом это дело выдаст. Никто ничего не вскроет, никто ничего не сделает. Ваша посылка, даже если это почты, той самой почты, которая у нас обычно, знаете, квиток приходит, приходите, забирайте. Нет, эта вещь будет доставлена сюда, ко мне в здание. Если меня не было дома, то вот в этом Кёмбишире у этого Альжуши охранника это будет. Даже если ты делаешь заказ, например, очень большой в том же самом Homeplace, доставка по району. Ты спокойно заказываешь самые тяжелые вещи, тебе прям к квартире подтащат, ты только потом просто ставишь, куда тебе там удобно, и все. Туалеты! Сейчас таки, вот ты же минус сказала. Нет, я теперь хочу сказать о плюсе. Туалеты здесь бесплатные, они находятся везде, даже в горах. На всех более или менее известных маршрутах находятся туалеты. Есть даже указатель. Не надо включать своего неандертальца, чтобы освободить свой кишечник. Есть туалеты, и в них не страшно заходить. То есть там чисто, там нормально, запахи более или менее. То есть ну, вообще, как бы я была в шоке, когда мы пошли танцевать с моей знакомой на Сок Пульса. И когда мы спускались, я видела не один, а несколько туалетов. Я была в шоке. Я первый раз такое видела, потому что у нас иногда на весь район не найдешь, как говорится, Макдональдса. Здесь без проблем. На каждой станции метро есть туалеты бесплатно. Причем двух типов. Европейский и типа а-ля уточка в полу. Если вдруг кто-то любит приседать, они садятся на сидушечку. В парках без проблем несколько штук. В любом реально общественном месте есть. Если вы даже вдруг не можете найти туалет, вы можете подойти в любой магазин и любой ресторан с лицом умирающего лебедя или котика из Шрека, сказать туалет. И вам просто покажут туда, куда надо идти. Помощь! На самом деле они любят помогать, ну, смотря, конечно, какая ситуация, да, деньгами особо не помогут, но в каких-то простых ситуациях побыть героем для них это круто. Поэтому, если вы заблудились, либо хотите найти какое-то место, или что-то вот вам нужно спросить, они с удовольствием вам помогут. И даже если они не будут вам отвечать на ваш английский, а они его знают, поверьте мне, они вам хотя бы body language покажут, куда и что и как и почему. Либо найдут вообще человека, который сможет говорить, потому что ну очень они комплексуют по поводу своего английского, и не все разговаривают. Но они все равно вам помогут, постараются во всяком случае. Хотя, если вдруг какая проблема с аджумами или аджушами будет, то скорее всего нет. Косметика. Ну как не сказать о косметике, которая поставлена здесь на феноменальный уровень. Даже мы столько косметикой не пользуемся, сколько они. На умывание, мытье, шампуни, перед тем, как нанести косметику, на ночь, в душ пошли, в сауну пошли, маски, не маски. Здесь этого так много, и это показатель того, что они за собой следят, они за собой ухаживают, что, в принципе, нам многим, наверное, чуждо, и не каждый из нас это делает. Потому что нам типа лень, ну или времени типа нету. Но все равно здесь это на таком уровне столько выбора, что даже я иногда удивляюсь и не знаю, к чему, наверное, обратиться. Даже аджумы не брезгуют заняться какой-нибудь красотой. У них очень все организовано. Помимо того, что они любят уважать свою страну, у них есть вот этот стержень «мы», и у них есть организованность, поэтому если вы вдруг попадете на какие-то митинги, те же самые парады, фестивали, в общем, огромное скопление народа, люди организованно пришли, организованно ушли. Ну там, если вдруг мусор оставили, тут как бы уборщики потом, конечно, уберут, а многие еще и за собой, как говорится, свое убирают. Поэтому все их митинги, какие-то фестивали, рок-фестивали и так далее очень организованно проходят. И даже если там будут дебоши пьяных, поверьте мне, он быстренько закончится. Никто даже заметить не успеет, что что-то произошло. И вот в этом плане вот эта организованность мне дико нравится. То есть никто вперед как бы кассы в принципе не лезет. Ну я не говорю про аджум, они могут в любой момент везде влезть. У них такой, в общем-то, скилл. Влезть везде и всюду и вперед. На то они супергерои, никто там, да, конечно, проходите. У них здесь вот эта номерковая система. Все уже давно знают, что нужно взять номерок и по номерку идти. И там никто никому ничего не будет. Даже бабуля, даже та же самая Джома возьмет этот номерок и будет стоять и ждать, или сидеть и ждать, пока ее номерок не, как говорится, вякнет. Будь то, извините меня, банк, или какая-нибудь аптека, или там больница, неважно. Имеет стержень «мы». И если кто-то что-то сделал, извиняться, как если это он сделал, будет совершенно другой человек.
И это прям, ну, с одной стороны, вау, а с другой стороны, как-то странно, но я думаю, это тоже плюс, когда тебе, в принципе, стыдно за то, что делает твой же соотечественник. Ну, как, например, мне стыдно за то, что, да, вот бывают такие неандертальцы на каких-нибудь курортах, за которых тебе просто физически стыдно. Я думаю, ну, наверное, самое вкусное я все-таки оставила напоследок. Это нереальная вещь, которая завязала всех вас, скорее всего, скорее. Это K-Wave и K-Pop, в принципе. Это все то, что вы так любите, и я это уважаю, потому что, ну, подумайте сами, огромное количество фильмов, которые раньше люди не смотрели. И вообще-то, если посмотреть немножко в прошлое, корейские фильмы были, ну, очень устрашающими и достаточно меланхоличными. Это был такой арт-хаус, а то и, простите, немножко нецензурные вещи. А тут вдруг это все бам и поднимается на уровень драм, любовных, то ли экшенов, еще что-то, комедий. Это все растет, растет и превращается в то, что теперь вы знаете. Ради этого, ради того, чтобы понимать, о чем они говорят, о чем они поют, вы изучаете культуру и язык. Вы, попавшись на этот крючок, решили изучить Корею глубже. Вы захотели сюда приехать. Да, я, может быть, не совсем кей-попер и не совсем в этой волне, но я это уважаю, я это смотрю, я это слушаю, не знаю на самом деле даже, кто поет, но мне это нравится, я это не отвергаю. Это круто, потому что огромное количество людей подсаживались и на аниме, изучали язык потом, а теперь вы подсаживаетесь на этот K-Wave, изучаете корейский, вы изучаете культуру, вы пытаетесь окунуться в это, и это плюс. Ну что же, на этом мои плюсы заканчиваются. Я надеюсь, у нас есть что-то общее, как минимум. Если да, то не забывайте подписаться на мой канал, оставить мне свои комментарии, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик в обязательном порядке. Ну и до новых встреч, пока-пока! Да, расскажу я как-нибудь вам про всякие истории с Аджумами и Аджущами, поподробнее, может быть, потому что так вскользь, не сейчас, но на этом все не заканчивается.